это после предыдущего сеанса все болели. Чувствовала себя ужасно. Ну, наверное, вот это вот все связано с этими нашими Ну, на смотрите, есть действие и есть противодействие. Чем сейчас, чем ближе к этой развязке, тем давление больше, больше и больше. Раньше сеансы очищения проходили очень хорошо и без дыхательных практик. Ну, у кого там страшно, что там было, там приходили, кто колдовал там всю жизнь, ну, колдуньи колдовали. У них не получалось, поэтому я вот рекомендовала, они дышали, прорабатывали, получалось. Но потом уже пошло, то есть у всех одно и то же, и даже многие эзотерики начали говорить о том, что вот, это где-то 2 года назад было, вот скоро уже никто не сможет считывать ну, с инфополя информацию. И они были правы. И они правы. Никто не может считывать, то есть работа по очищению не происходит, если человек не работает над собой. М. Вот эта дыхательная практика помогает, скажем так, в автоматическом режиме человека загнать в альфа-состояние, проработать, преодолеть эти сопротивления программ и проработать. Сегодня только что вот было интервью, а, Ага. клиент порадовал из России. Я понимаю, какая в России ситуация, да? И он порадовал, говорит, избавился от огромных долгов. То есть эти практики очень хорошо работают, когда человек включает осознание и предпринимает некоторые конкретные шаги. Некоторым людям деньги поотдавали, другие то же самое. Вернули долги. Работать над собой и надо, но это надо, чтобы понимали это самое. Не все понимают же, Ну, что смотрите, смотрят. Я вот даже смотрю, смотрят наши сеансы. Я вот с вами уже больше 2 лет, и они вот такое вот что-то смотрят и не вникают в то. ну, я вам скажу, ничего удивительного нет. То есть я это понимаю, что ничего удивительного нет. Нужно менять эту ситуацию. Мне нужно менять ситуацию, чтобы больше видео были с объяснениями, как это работает. Потому что Ну, людям трудно понять, что это там происходит. Они не понимают, что происходит на этих сеансах, если человек впервые попал. Мне это было понятно. Ну, я занималась семейными расстановками, я знала, что это такое, я изучала психологию, поэтому для меня это, ну, все понятно было. Я смотрела, как говорится, зашла, мне показали, я начала смотреть, я все понимала, что происходит. Но без подготовки это трудно. ну, смотрели, и Тарас был, и потом, почему начали, когда началась вот эта ситуация в Украине, почему вот это так начали реагировать на это? Не нравится то, что говоришь, как на самом деле, сознание не воспринимает правду или как? Ну, смотрите, это подсознание же знает все. То есть искренний человек будет хотеть разобраться во всем. Если даже он и обманут, он не будет категоричен. То есть категоричность– это признак зомбирования. То есть и человеком управляют программы. Он Да, может ну, это даже не знать и не осознавать, но это так. То есть он своей жизнью не живет. Это ну, есть когда набор ты программ. наши сеансы, то понимаешь, что управляют программой. Да. И что с этим делать, тоже это понимаешь. Ну, Ну, разбираем матрицу на запчасти, да, ну злую я матрицу. предыдущего сеанса вообще никакая. Болеем до этого дня. Хожу, как вроде бы не это, кости все выворачивает, все у меня как на ходулях, все болит, Вика. И это самое, такое вот состояние какое-то и депрессии, и вообще, не знаю, вот думаю, сегодняшний сеанс очень Валентина, многое. хотите посмотреть, почему? Ну, так потому что, да, ну, потому что еще же зацепки те, Нет, что нет, остались. нет. Смотрите,
мы очень часто себя начинаем обманывать. Выдумываем сами объяснения. А нам нужно задать вопрос и подождать. Задать вопрос и подождать. Смотрите, как мы работаем в эфирном пространстве. Как я работаю. Не все так работают. Задаем вопрос, я смотрю, я всматриваюсь, я жду. Так работает наше эфирное пространство. Это, представьте себе, некий клубочек. Вот вы стоите перед каким-то непонятно чем. И для того, чтобы найти вот эту причину, на поверхности лежат какие-то, ну, скажем так, темы. Вот денежная тема, тема здоровья, тема отношений, тема такая, тема такая, тема такая. То есть вот это все лежит на поверхности. И чтобы проникнуть внутрь, в глубину, то есть нужно, во-первых, зайти в это пространство этой темы, задать правильный вопрос, потому что так эфирное пространство построено. Вселенная так устроена, что нужно задать вопрос, и на конкретный вопрос будет конкретный ответ. Если вопрос чуть-чуть будет не так поставлен, ну и будет совсем другой ответ. То есть, что нас интересует. Понимаете, да? То есть, просто во всем разобраться. Когда вот эти вот зацепки, надо их убрать, и потом на контракты вот эти вот все, потом оно ж, вот те узлы развяжутся, и, наверное, будет видна картина по-другому. Поэтому многие моменты, которые хочешь, стараешься как бы, оно не все так получается, как или плохо стараюсь. Не-не, вы хорошо все стараетесь, потому что работа с подсознанием, любая абсолютно, это очень тонкая работа, чтобы не навредить ни себе, ни людям. То есть работа должна быть, там есть принципы экологичности. И любая работа, любая, абсолютно любая работа с подсознанием требует в первую очередь методики. После этого прошлого сеанса больше месяца просыпаюсь, ложусь спать и просыпаюсь, и у меня в голове такое вот, как говорит кто-то или внутри, или это я, как представитель белых богов, должна восстановить справедливость. И я вот ложусь, и у меня в голове, я, как представитель белых богов, должна восстановить справедливость. Просыпаюсь, и то же самое. И у меня потом дышала как могла. Сразу же мне пришли мои как бы аспекты на этот сеанс. Моя цель. Я, как представитель белых богов, воплотившись здесь, на матушке Земле, пришла исполнить мою миссию и восстановить справедливость, и доказать, что я выбираю жизнь, я выбираю свет, гармонию и любовь, долголетие и процветание. Отменяю все родовые программы, убираю все кармические узлы и зацепки, отменяю все чужеродные энергии, программы антимира, гипноз, оставляю только опыт. Возвращаю мой жизненный потенциал со всех моих воплощений, которые были скачаны у меня, и карму отдаю антимиру. Хочу восстановить мою генетическую память и расторгнуть все контракты с антимиром. Заканчивается период бед и несчастий, и на смену ему приходит радость и обновление, расцвет. Принимаю новый этап жизни с благодарностью. Сейчас мои аспекты. Хочу озвучить мои аспекты, расторгнуть все контракты. Начну с детства, то, что мне пришло. Я жила и росла в деревне. Выходя из калитки двора, проходила дорога, которая вела к центральному шоссе. Но я любила ходить тропинкой напрямик. И эта тропинка проходила через старое кладбище. Там были только небольшие горбучки, заросшие сиренью, всегда пахло чабрецом. Так вот, я отменяю и отказываюсь ходить дорогой смерти. Я выбираю дорогу жизни. Потом у нас напротив родительского дома видела, как повесился сосед, как он висел. Чувство страха от этого зрелища долго преследовало. Боялась ходить той дорогой. Отменяю программы страха. И еще было очень много случаев, связанных с умершими. Отменяю и убираю с моего пространства мертвые энергии, энергии горя и печали.
возвращая мне энергии радости, счастья, процветания. Тоже все с детства. На улице, где мы жили, я и моя младшая сестра были девочки, остальные были ребята, мальчишки. И еще маленькая, помню, 5-6 лет, мы выходили на улицу к ним поиграть, и они были старше лет на 10, приставали к нам, дергали нас, домогались, снимали трусики, мы плакали и убегали. Отменяю программу жертвы, программу насилия, отдаю карму виновным. Я 10 лет прожила в гражданском союзе с любимым человеком, как мне казалось. Он был другой нации и другого вероисповедания. И когда я забеременела моим сыном, решила рожать моего сына Рената, мой любимый признался, что он женат. Его женили. Не буду вдаваться в подробности. Все у нас хорошо, у меня и моего сына. Отменяю программу жертвы, отменяю программу лжи, обмана, отменяю программу предательства, лицемерия, отменяю программу страдания и измен. Хочу родить заново моего сына Рената без всех этих программ. Я думаю, что это у меня кармическое, родовое, потому что моя бабушка была тоже беременна с моим отцом, и дед уехал на заработки и не вернулся. И отменяю кармические программы. Участвовала в групповом вызывании духа бога Марса, бога войны, отказываюсь, отменяю, а также по поводу бога Шамба отказываюсь и отменяю. Валентина, Также, да. пожалуйста, чуть-чуть подробнее. Что это было? Зачем вы вызывали духа Марса? Вот это, что это было? Что это было? Это когда началась вот эта пандемия, и вот это вот все нас закрыли, непонятно, что делать, чего. Вот. Я начала ваш канал смотреть, и потом в Ютубе «Ведьмина изба». Вот. Очень много подписчиков там. И я туда тоже, меня занесло. Вот в первом сеансе я это озвучивала с Тарасом, я отменяла это все. Но все равно сейчас открываю, когда захожу на YouTube, это «Ведьмина изба» у меня под ногами. Это вот. Только открываю YouTube, и здесь она. Это первых этих предлагает мне YouTube. Вот, так что я это А вы отменили подписку? Конечно, сейчас. Там еще, если она в главном экране открывается видео, там можно выбрать, что не присылать я этим не интересуюсь. Конечно, я отменила, отписалась давным-давно и училась там же тоже все, что А это кто самое. там эта главная ведьма? Инга, как ее, Хоросева. Да, она, да. Вот. И все равно делала какие-то ритуалы, но это самое, так как нужно. И цельнозор у меня был, я его убирала и запрещала его шарики. Мы уже разбирали в предыдущих сеансах. И этот вот канал. Я еще здесь я делала чистку свечами, тоже там она давала на удачу, там и в знак благодарности надо было богам, надо было купить говяжье сердце, водка, мелочь и вынести, где не ходят люди. Отказываюсь, отменяю от этих всех ритуалов и отменяю магию в моем пространстве. Так, была в мавзолее, где лежит Ленин, а также была возле Кремлевской стены, была на территории Кремля. Отказываюсь, отменяю поклоняться мощам загробного мира, возвращаю всю скачанную энергию и потенциал, отобранный у меня. Потом убрала все иконы, все эзотерические книги, все церковные, все сожгли на даче. Но осталась единственная картина, когда-то я ее покупала у художника. Здесь у нас на улицах большие рынки, и продают там африканцы, кто что, и художники свои картины. На ней нарисован Женя, Вика и ребеночек, молодости, вы. Эта картина у меня над кроватью в спальне. На даче нашла мертвого ужа. Потом я его вынесла на другой там участок. Потом другой уж меня напугал. Появились у нас здесь тараканы большие, потом жара такая, больше 40 градусов у нас, скарафаджи. Болят кости, правое плечо,
ноги, хожу как на рессорах, ступни ног, уши поочередно, шум в ушах, глаза моментами как засыпаны песком, кажется, как внутри какой-то паразит сидит. И потом, у меня все зубы шестерки вырваны, но зато зубы мудрости все есть, все целые, они сместились как бы. Вот такое, головокружение. Так что вы там с этими духами цельнозоровскими делали? А что меня, вот его символ, вот шарики и символ. Я уже отказывалась, и в предыдущих сеансах отказывалась. Ну, вы же видели, что бывает такое, что есть зацепка, и оно никуда не девается. То есть скажите, что вы делали? Символ цельнозора у меня вот в коридоре вешала, сын это отпечатал на принтере, вот. И это шарики я немного в пространство здесь вот посылала. Отменяю, отказываюсь, убираю его, этого цельнозора и все их шарики. Зачем я занималась? Потому что еще я не вышла, наверное, на тот уровень, мое осознание не осознало, что это, к чему это приводит. Сейчас я уже понимаю, еще смотрела вас очень мало и не поняла. А сейчас я уже поняла, что вот это, к чему это все приводит, это магия, колдовство. Поэтому, когда нас вот закрыли, и я думала, что я помогаю себе, своей семье, вот, поэтому и меня вот понесло еще и к этим духам, и к этой ведьминой избе. А сейчас, Хотите найти зацепку? конечно, да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Валентины. Валентина. 1, 2, 3. Сначала увидела, возможно, это с прошлого воплощения, такая, короче, идет картина. Она стоит, как-то вот, как будто бы многослойная юбка, ну, как крестьянка. Одна как-то вот так деталь, как будто подняла вот сюда, и бьет, слышу цепок. Такая палка, на которой как будто кольца, и еще одна палка. И она этой палкой вот в сторону, там, где подписание контрактов, в этом секторе, бьет, что-то бьет. Вот, я это отодвинула, и она, Валентина, она сверху стоит, светится, правой ногой на этой картинке стоит. А вот здесь, где сердечная чакра, у нее вот такое, как перчатка черная, как рука, указывающая на это событие. Или это событие, или это программа. И оно связано с сектором магии. Когда я потянулась, да. Дальше. В секторе жертвоприношений и принятия решений вот там прямо сквозит, как сквозняк, открыт портал. Открыт портал, и вижу, как затягивает ее пространство эту черную энергию из сектора магии. Прям как будто ураган, как ветер воет. Так, хорошо, Виктория. Отодвините ситуации. Да. Считая эфирная ДНК, Валентина ли это? Это она. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней и для нее. Она вот этот фартук у нее был так завернут. И она руки вытерла о него и говорит, я готова. Я ее спрашиваю, дает ли она разрешение. И она вот сделала вот так. Она нагнулась, написала светящимися буквами «да». И вот так сюда, в ту сторону, где вот эта программа, которая вот, ну, назовем ее цепок.
Оно постоянно звучит. Только посмотрю, и оно вот сюда идет. Что-то, что за цепок? Я знаю, Мгм. что в украинском языке есть такое слово, но я как-то никогда не видела этого предмета. Хорошо, Виктория, считай информацию. То, что она написала, да, светящимися буквами, это расценивается как ее согласие, что с ней можно Да, она поработать. говорит «да». Мгм. Когда Хорошо. она говорит, вот это пространство вот так как выходит. Мгм. Давай посмотрим, что это за цепок. Что это Ципок. такое? Цепок. Ципок. Цеп- Сейчас она, вот я посмотрела, вот я пошла туда, куда она показала вот это «да» светящееся. И я вижу, Мгм. что там в нижнем пространстве, вот так как такая тюрьма, на уровне земли окошко с такими прутьями, несколько прутьев. Мгм. А там стоит девушка, как будто бы стекла нет, а просто открыто вот так. И она там стоит и держится за эти прутья, смотрит. А ее вот рациональное вот показывает ей, этой девушке, да, и она начинает там собираться. Это да, это какое-то воплощение, это та же девушка. Мгм. Так. Спроси у нее, что она делает в этой тюрьме. Подожди, как-то это посередине начинается. Давай посмотрим с самого начала, Хорошо. что это за цепок. Хорошо, Виктория, вернись к этому. Цепок, да. Где этот цепок по ментальной карте находится? Он находится в секторе подписания контрактов и стянут, вот так идет, с сектором магии. Он буквально вот так вытягивает из сектора магии кого-то. Мгм. Так, кто это в секторе магии? Ему я приказываю проявиться в соответствии с эфирным ДНК. Появляется вот эта изба, ведьмина изба, и я вижу какая-то фигура светящаяся. Она вот так как пропадает и появляется, берет вот такое, как будто бы мясо какое-то. И так шмяк, сердце Мгм. огромное, вот такое большое. И так шмяк на Терезы, то есть на весы. И оно вот так Мгм. перевесило. А, да, это какая-то программа. Это все одна программа, вот этот цепок. Мгм. Виктория, я считаю значение вот этого слова «сипук», что обозначает. Я вижу, что это такая палка, которая держит еще одну палку, и она как будто Мгм. бы палка о двух концах, и она считывается, зацепляет и бьет. Мгм. Понятно. То есть и зацепка, и кармический механизм, как работает карма. То есть и зацепка, оно вот так цепляет, вот так, когда она ударяет, то оно вот так как-то, эта другая палочка цепляет те черные энергии, которые она бьет. Так, уже яснее. Мгм. Так, значит, эта программа находится у Валентины, да? Давай посмотрим момент, что происходило на физике, когда эта программа впервые появилась в ее пространстве. Момент на физическом плане. Я вижу женщина или девушка, вот крестьянка, Мгм. и у нее в руке серп, и она
вот так берет пучок пшеницы, косит и ложит в другую сторону. Мгм. Потом к ней приходит какой-то писарь, черный силуэт. Что-то он переписывает, что ли? Сейчас я посмотрю. Мгм. Вообще черный силуэт. Считывается писарь. Так, я этому писарю приказываю проявиться в соответствии с эфирным ДНК. Очень странно, но я вижу лицо Мгм. Тараса в экранчике. Понял. Мгм. И когда я на него так смотрю, что он тут делает, я вижу наш сеанс, он вот так руки и говорит «заблудить». Вот так руками. Мгм. Заблудить. Кого Так, заблудить? приказываю ему отвечать, что он пытался заблудить. Он показывает в секторе принятия решений, там такая как паутина, и в этой паутине такой как жук, паук, сидит паук. Я его Мгм. выталкиваю, потому что он как бы агрессирует на меня. Мгм. Паук с такими За- глазками черными. И от этого паука тянется подключка тоже в сектор магии. Считывается ильинские пророчества. М. Так, как эти пророчества относятся к Валентине? Виктория, есть какая-то связь? Нет, ну это может, знаешь что, давай потом, М. давай посмотрим, Хорошо. причем тут Тарас, мне интересно, и что это за паутина, нужно разобраться. Так, очень. Так, я Тарасу О, я приказываю отвечать. вижу, да, я вижу, вот я всматриваюсь, Мгм. и в этой паутине вижу бороду, а, как уж тянется. Она вот так с правой стороны, где сектор принятия решений. Илья, Мгм. вот. И я вижу этот символ цельнозора. И я вижу, что на сеансе, вот я этот сеанс вижу, как Валентина берет и срывает этот плакат Символ. с Мгм. этим символом. И что интересно, а он, а он вот так потом, она вот его снимает, а какая-то сила из сектора интерферентов вот так этот символ обратно прикладывает. Так, кто это прикладывает? Приказываю проявиться. И я вижу вот это. Вот это увидела квартиру, где все болеют. Так, кто прикладывает? Мгм. Приказываем проявиться. Проявляется спрут, Мгм. огромный спрут, ледяные такие щупальцы. Сейчас я посмотрю, что это. А внутри голова у него как черная, а щупальца такие, как лед белые. И когда я вот Мгм. это смотрю на это черное, оно считывается цепок. То есть это зацепка, которая из самого же человека и бьет. А где? Да, интересно. А кто хозяин этого спрута? Приказываю хозяину, самому главному приказываю проявиться. Появляется Вельзевул с таким носом. Хобот у него такой. Где нос, такой хобот. Мгм. Так,
Кто хозяин Вельзевула, приказываю проявиться. Идет пласт информационный, который считывается как странное мышление. И от этого информационного пласта идет вот так в сектор магии, и я вижу, что Тарас вот так как бы в носу ковыряется. Мгм. Странное мышление. Я вижу, что это... Почему это Тарас в носу ковыряется? Он как будто бы вот так берет и вдыхает вот эту белую энергию. Так, что это за белая энергия, Виктория? Что он вдыхает? Ну, она такая беловато молочного цвета. Считывается стержень антимира. Мгм. От него такая черная идет стержень вниз. Это пространство странного мышления. То есть странно. Почему странно? Мгм. Оно как другая сторона вот так переворачивается. Знаешь, как будто бы становишься на такой круг, чуть-чуть, ну, стоишь нормально, чуть-чуть дальше, бац, и пошел уже, перевернулось это вверх дном. Так. Я Мгм. вижу Да. там, когда это он это переворачивается, там какое-то рукопожатие. Ага. Так. А кто с кем пожимает руки? Вот эти две стороны я приказываю проявиться. Каждую из них. Я вижу, что в образе этого писаря, этой черной фигуры, проявляется образ Николая II. Угу. Так. И он подписывает контракт с этой девушкой, с этой женщиной. Ну, она такая женщина, похожа на, как сейчас, Угу. ну, помоложе только. Так. Это Они там событие. подписывают контракт. Угу. Так, хорошо, Виктория. Вот эта ситуация с контрактом пока заморозь. Почему? Я хочу дойти до конца, кто хозяин Вельзевула, посмотреть. Да, хорошо, мы дойдем, но сейчас нужно посмотреть ситуацию, что Контракта? это не просто контракт, оно вот так звучит, что это произошло на вот этом плане потусторонне, без Угу. их личного участия. То есть это не было на физике никаким событием. Это произошло благодаря тому, что Тарас не проработал свои блоки и был тоже подключен к этому эгрегору Цельнозора, разрешал ему вторгаться в его пространство. А с другой Угу. стороны, Валентина, их объединяет вот этот круг. То есть этот символ Цельнозора, поклонение Цельнозору. Буквально это выглядит вот так, как будто бы она вот снимает из стены этот символ, его целует вот этими программы черные губы. То есть это не она, то есть это есть еще зацепки где-то. И произошел, считывается сбой матрицы, и вот это идет, вот эти пророчества Ильи. Он в эфирном плане что делает? Он буквально считывается, переворачивает события. Он связывает в эфирном плане то, чего не было на самом деле. И он использует Тараса в этой ситуации конкретно в темную, вот так и звучит, в темную, то есть без его сознательного согласия. То есть программы работают сами по себе, потому что Тарас
А, Зацепки еще У остались. него есть зацепки, и он позволил себе обвинять другого. Он меня обвиняет, Мгм. поэтому эти зацепки, когда человек обвиняет другого, он таким образом включает вот эту программу цепок. То есть это палка, которая одинакова с двух сторон, но то с одной стороны цепляет, а с другой стороной сразу же бьет. Мгм. Он открыл как бы портал в это пространство и на подсознательном уровне подписал контракт с Почему с Татьяной? Так. Что это за контракт? Сейчас я смотрю, все время вот эти руки тянутся к этому знаку цельнозора на стене. Мгм. Так, хорошо, я это заморожу, это теперь понятно. Мгм. Хорошо, Виктория, мы к этому вернемся. Так, Так, я хотел посмотреть, кто хозяин Вельзевула. Приказываю проявиться. я вижу, как вот этого спрута черного кто-то как будто бы бьет со стороны магии, то есть проявляет насилие, черная фигура, и тянется в сектор туда вот так, как змея вот так бьется, вот как змея вот так, которая своим телом соединяет и сектор интерферентов, и сектор магии. Мгм. Так, кто бьет этого спрута? Приказываю проявиться. Сначала появился такой типа воин с рогами, такой весь в амуниции, но под низом такой слабенький, слабенький. Я слышу дух пророчества, а он такой, как червячок, бьется там в конвульсиях. А звучит Люцифер. Мгм. Так, считай, Виктория, есть ли у этого Люцифера частички души, потенциал Валентины? Я вижу, что есть. Она очень Мгм. точно описала аспекты. Мгм. Я вижу вот этот повешенник. Зацепка с Зацепка. этим событием. Да. Мгм. Так. А, Потом я слышу кладбище. Мгм. Это вот я вижу, как она идет между этих. Ну, ничего там такого не происходит. А вот это как нащупывание тропинки. Этот повешенник. Мгм. И дальше идет такой, как подвал, как тюрьма, пространство, и кто-то с таким грохотом вот открывает эту дверь черную, как будто сейф сверху закрыт. А внутри я вижу находится девушка, которая молится. Она вот так стоит, на коленях молится. Валентина показывает, что вот эта программа черная, указатель, это как раз и показывала на нее Валентина. Это стоит. Мгм. Так, Сейчас. это вот зацепки, Виктория, да, которые есть у Люцифера, Да, которым оно вот он так на этом. находится, вот так. Мгм. Как будто она вот внутри, где душа у Люцифера, Мгм. в этой чакре, вот запечатана вот эта ситуация, и в этой ситуации вот Валентина, и я увидела, когда она там попала. Я вижу, что она цепляет вот этот символ цельнозора, Мгм. а от этого символа цельнозора тянутся
То есть это одна цепочка. Вот это сердце, эти ритуалы, потом со свечой делает ритуалы. Ее лицо вижу в секторе магии. Она, получается, сама у себя в секторе магии, потому что она магичила. Мгм. Так. Мгм. Ну хорошо, вот это я записал, эти зацепки. Так, хорошо. А вот эта частичка души у Люцифера, что это за частица? Как она считывается? Объясни, что? Мгм. Частица души, которая находится у Согласие. Люцифера. Согласие, да? И я вижу, что это имеется в виду вот эта девушка, которая как будто бы на поле жала пшеницу. Мгм. Надо спросить, что это, потому что это не реальная история, а Мгм. это сконструированная в пространстве программа, которую сконструировал Илья Цельнозор и с этими а, всеми его помощниками и так дальше. И в этот момент я вижу, как Валентина сбрасывает с себя эти серые шары. Но меня больше интересует, какой контракт подписала Валентина с этим писарем. Мгм. И я слышу молчать. Так. Так, молчать. И я вижу, какая-то девушка одета, считывается принцесса. Мгм. И она берет портрет, черный такой портрет, снимает со стены и положила его вот так, как на стол. Правая нога у нее как в черном ботиночке, считывается отключена, вот этот черный ботиночек, отключение вот информационного поля от источника, первоисточника. И что это за Мгм. портрет? Сейчас я посмотрю, что это за девушка. Валентина так и звучит. Молоденькая девочка, красивая. С Мгм. кучерями, укладка красивая. Большое окно, считывается принцесса. То есть дочь короля. Короля. Мгм. Так, а что это за И портрет? сейчас я смотрю, она берет вот так пыль, сбрасывает с этого портрета. Такая энергия Мгм. черная, приказывая проявиться истинному изображению, что там, кто там Мгм. изображен. Так, очищаю пространство от всех иллюзий, от всего скрытого, снимаю все магии и запреты на снятие магии и колдовства. Будем считывать только истинную и правдивую информацию. 1, 2, 3. Очищаю картину. Пусть будет только истинная информация. Что-то произошло, Виктория? Я вижу, я попала в какое-то пространство со стороны, вот там, где подписание контрактов, там Мгм. стоит вот этот человек, который с какой-то длинным ружьем на плече и стреляет. Там стена такая, стреляет, и я слышу, падает Татьяна. Вот это имя Татьяна. Мгм. Это Она говорит, она упала и говорит, он меня убил. Так, считай, эфирная ДНК. Это Татьяна, это Валентина? Да, да, это она. Мгм. Так, кто убил, ему приказываю проявиться в соответствии с физическим ДНК на тот момент. Она берет портрет и говорит мой папа.
А в этом портрете, фотография, звучит Люцифер. Угу. Так. А кто ее папа? Приказываем проявиться. Так, я вижу маленькая девочка, и к ней подошел человек военно и сел. Угу. Это Сталин. Интересно. Так. Угу. Вот с этой, с трубкой. И у этого Сталина договор с Тарасом. Сталин называет себя преемником царя, говорит Господня, царя Господня. И я вижу, как царь Николай II, он находится по отношению уже к этой девочке Татьяне, она как подросток в секторе магии. Угу. Так. Значит, вот это убийство, которое произошло этой Татьяны, то есть Валентины. Давай посмотрим, что это за событие, что Я вижу, происходило что физически. ее буквально расстреляли. Она вот так, вижу буквально, как этот удар. Угу. Я так думаю, что это на физике произошло. Очень реалистично выглядит, как она упала, и моментально она появляется вот там, в этой тюрьме. Ее душа. Да, ее душа Угу. выходит, я вижу. И в тюрьме для душ считывается как эгрегор репрессий, сталинских репрессий. А вот оно что. Мы попали в эгрегор сталинских репрессий. Угу. А Тарас из-за своей слабости, он покрывает это, буквально вот так покрывает, как черным таким покрывалом, чтобы не разоблачить эти моменты. Угу. Так, а какие именно моменты боится разоблачить? Что это за моменты, Виктория, считай информацию? Но оно так идет, собственные слабости. Но так Угу. идет. Когда я смотрю на него, то вот слышу слабости, слабохарактерный. Да. Так, ладно. Давай посмотрим причину зацепку, почему Валентина позволила себе убить, стать репрессированной, попасть в эту, скажем так, мясорубку. Какое ее решение привело к этому событию? Я вижу, что этот папаша, который сел на край кровати этой девочки, во второй чакре у девочки просверливается портал и черный блок. И потом я вижу, что Сталин занимается любовью со своей, с этой девочкой. Да уж. Так, какой контракт они подписывают, Виктория? Вот этот цепок я слышу, и вот этот бить, вот это бить. Мгм. Двусторонняя, вот это слово идет, многосторонняя, двусторонняя ответственность. То есть как зацепка становится
а, ну, по-украински идет, все идет по-украински, я должна как бы переводить. Мгм. Так, сейчас. Покаранием. То есть как кара, по-украински это как карма, как воздействие конов Вселенной, то есть как неизбежное. Получается вот эта зацепка, которая бьет одновременно и агрессора, и жертву. И вот я посмотрела, проявляется вот у Тараса и с Ильей есть договор, он его прячет. Между Тарасом и Ильей? Да, да. Мгм. То есть у них есть контракт, между ними Илья себя называет про ильинские пророчества. Вот так идет. А Николай II его покрывает. И этот Илья себя называет возмездником. То есть он взял на себя право отнимать жизни у других, быть как этим карателем. А Мгм. Тарас в том воплощении каким-то образом был его не знаю, какой контракт у них мог быть. Буквально как Мгм. покрывает и свою руку ложит на эту черную лапу этого демона, на которого работает Илья. Мгм. Так, ну заметку оставлю про этот контракт. Давай рассмотрим контракт, который вот со Сталина. Эта девочка, насилие этого Сталина. Я вижу, что она вот так смотрит, как прорастает эта подключка, но это как бы в эфирном пространстве. И я вижу, открывается вот этот портал, так ветер дует. Мгм. Считывается магия презрения. Он или это, смотри, или это было на самом деле, или это уже идет насажденные программы от Ильи, как говорится, эти его пророчества, которыми он награждает его поклонников. То есть все, кто занимается его этими, считывается регрессиями, Мгм. тот подвергает личное пространство перефразированию, перепланированию. В эфирном пространстве идет как бы вот так связывание несуществующих событий. Мгм. Буквально вот так притягивается, вот так как это пространство черное, а вот там это серое, потому что дальше светящиеся, они не могут к этому подойти, к этому свету. То вижу буквально вот так как зацепляет вот это черное пространство, зацепляет вот как ткань так тянет серое, и там вот эти зацепки. И вот эта зацепка и есть вот этот крючок, это вот символ Цельнозора с этим пауком. Вот этот момент. Сейчас я посмотрю. Мгм. Да. Так, что ты видишь? И когда я смотрю вот на этого паука, то там эти глаза и как разворачивается такая воронка, как паутина такая объемная, как воронка идет, с такими событиями. Мгм. Считывается, сейчас я посмотрю, что происходило. Сейчас я это отсоединяюсь и хочу Отсоединись. зайти в момент, когда был у нас сеанс, что происходило в эфирном пространстве. Я вижу снова вот это на подсознательном уровне. Валентина подписала контракт с Тарасом. Вот снова эти две руки.
Мгм. Считывается молчать о предубеждениях, закрывать, молчать. Так, этот контракт был когда, Виктория, заключен? Время сеанса. Мгм. Так. На что, давай поподробнее, что в этом контракте между Тарасом и Валентиной? Какие условия? На подсознательном уровне Валентина, я вижу, выглядит как такая крестьянка с этим фартухом, стоит так как снизу вверх, Мгм. смотрит на эту устрашающую черную фигуру Николая II с каким-то благоговением, что ли. Она там смотрит и уменьшается, уменьшается, а он увеличивается. То есть не он сам, а те программы его. Мгм. Мгм. А у Так. него контракт с Ильей. Он Илью прикрывает каким-то образом буквально из-за того, что он не... я вижу, что он не расторг свои глобальные контракты, то есть он не отказался от тех преступлений, которые он делал во время того воплощения, когда был он Николаем II. Он не отказался от этих жестокостей, от программ жертвы, насилия, вот это идет даже глупости. Мгм. Он от этого не отказался. В этом воплощении вот эти зацепки, как раз Илья же все знает, и Да. на подсознательном, на эфирном плане он проникает в эти пространства и использует эти грехи, так называемые, для того, чтобы манипулировать Тарасом. Так как Тарас тоже увлекался его этими помощниками, то есть открыл это подсознание для него и Мгм. оставил дверь открытой из-за этих именно зацепок. И эти зацепки, как этот цепок, с одной стороны цепляют, с другой стороны наказывают. То есть, как идет вот эти слова из Библии, что обманутый Бог не может. То есть во Вселенной все работает гармонично, мы знаем об этом или не знаем, но так оно работает. И обмануть Вселенную или свою душу невозможно. Так. Мгм. И я вижу, как в этот момент Валентина вырастает, то есть она вот так, как эта Алиса, знаешь, уменьшилась, то Мгм. есть поддалась программам жертвы, и какое-то вот это благоговение, и это было притянуто на посещение этого мавзолея. Мгм. Вот, то есть благоговение перед властью. Ну, а вся власть, это власть в руках дьявола, скажем так, по большому счету. И вот это ее благоговение, это как зацепка была. В этот момент я вижу, она вырастает, выходит с этой темницы, вырастает, становится большая, а вот этот это силуэт этого царя Так. уменьшается, и я вижу, как Мгм. она срывает этот символ, как картина, как будто Мгм. картина за стеклом с такой изображением паутины. И она хватает эту картину из этого коридора, стены, и она рассыпается на осколки. Так, Пусть стоять, так. стоять. Мгм. Кто-то один Кто там? осколок ухватил и Мгм. убегает. Кто схватил, Черт замораживаю, какой-то. приказываю. Приказываю стоять. Так, кто он такой? Приказываю проявиться. Чё? Считывается программа жертвы. Стоит, и вот эти стеклышки, так как линзы, Мгм. меняет разноцветные, подбирает коды, подбирает эта программа кодирования, подбирает коды к сознанию
Мгм. через грехопадение, то есть через неприятие своей собственной погрешности. И в этой ситуации, я вижу, проявляется лицо Валентины, такое большое, вот там, где этот символ цельнозора висел. И так она что? Мгм. Выхватила этот осколок. Я вижу, она этим осколком эту программу кодирования вот так режет на куски, снова снимает это все. Я ей передаю, что ее рациональная часть отказывается поклоняться этому мертвому демону. Мгм. Да, рационально отказывается ходить по Я вижу, этим. она рвет билет, какой-то билет, порвала билет, Мгм. очистила это пространство. Теперь вот это выходит на поверку, это сердце. Мгм. Хорошо. Валентина отказывается от просматривания этого канала «Изба ведьмина». Отказывается от этого. Не Она хочет. ритуалы делала, пусть отказывается Мгм. магичить, вторгаться, Да. нарушать коны Вселенной. Пусть Она Валентина зайдет в каждый такой момент, когда она решила делать ритуалы, соприкасаться с антимиром и отменит каждое это решение. Делает так, чтобы быть свободной. Пусть полностью все эти решения просмотрит и отменит. Я вижу, она это отменяет, это сердце падает, уходит в сектор интерферентов, и оттуда выходит вот эта программа, как она кричит «папа». Это навязанная программа греховности, которую навязывает через сны, через эти каналы. А, Вот этот цельнозор, Мгм. вот. И она отрывает вот так этот силуэт черный этого Сталина, отрывает. И когда она это сделала, вот вижу, как черная и белая две руки вот так соединились. Сейчас я посмотрю. Символ такой, как Мгм. две энергии, вот так, как две руки. Мгм. Черная рука вот так тянется в сектор магии, а вот эта белая гипноз в сектор интерферентов. А к этим рукам идет к сектору принятия решений. Сейчас я иду по этой, куда оно ведет. Мгм. Я зашла в какое-то пространство. Там тихо. Как будто бы в этом пространстве какое-то пространство такое странное. Мгм. Какое-то молчание. Виктория, считай информацию, что это за пространство. Эм, Что-то приходит? Сейчас я иду, и я смотрю, там с потолка висят такие штуки разные. Мгм. И кто-то там ходит. Так, как замороженные штуки висят вот так. Мгм. Так, что это висит? Это язычок вот этот висит, который в горле находится. А, Вот этот, понятно. который отбивает, он играет роль интересную. А кто же это? Это программы ходят из сектора магии. Они ходят и там регулируют потоки воздуха. Мгм. Да, это как с телом связаны эти все программы. Мгм. Воздействует на физические воплощения, на эти тела людей, да? Да, Так. Давай посмотрим.
возьми там, например, если это с Валентиной происходит, как на Валентину происходит это воздействие? Я вижу, это считывается как курение, и она вот так вокруг себя таким серым дымом, как будто такой штукой, как палочкой, которая делает такой дымовую завесу, Мгм. дымовая завеса, и она образовалась как будто в таком кувшине внутри. Вот это горлышко, ну, оно так и называется горлышко, вот как человеческое горло, это как Мгм. горлышко вот этого сосуда. А вот этот сосуд, эта ваза, это вот считывается как тело, физическое тело. А вот этот язычок, а, это способность, вот идет вот так вот. Короче, это тело, оно дает приказ молчать, молчать. Какой-то контракт связан с этим молчать, Мгм. прикрыть, молчать. Я вижу, что это лимбическая вся система, которая связана с восприятием мира. Именно вот этот язычок маленький, который там вверху, он связан с принятием новых веяний, нового. И там идет вот как установка молчать. И я слышу те слова, которые Валентина говорила на сеансе, что она принимает новые условия, новую парадигму времени. И я вижу, как в этом язычке появляется чей-то глаз из сектора магии. Мгм. Кто это в секторе магии? Приказываем проявиться. Я вижу, оно считывается как зацикленность. Я вижу девочку, которая смотрит на повешенника. И он вот так висит. А Мгм. вот оно что. Вот этот язычок. э, Представляешь, как это происходят вот эти э, психосоматические процессы между телом и подсознанием. Вот девочка смотрит на этого повешенника, и как будто бы ее в этот момент, я вижу руки назад, вот так, и волокут вниз. И именно на эту ситуацию были притянуты вот эти цельнозоровские типа пророчества. Оно считывается как кляузы или клевета. То есть он клевещет на людей и пытается доказать недоказуемые вещи, буквально стягивает вот это пространство. Мгм. И, между прочим, то же самое делал этот Тарас. В нем эти программы работали, когда он лгал на прекрасные, ну, на меня, скажем так, Мгм. то он обнажил себя таким образом, то есть вовлекся сам в эти программы и пошел на поводу у этих ильинских программ. Ну, ильинские, потому что это воплощенный разум. А на самом деле это все вот Люцифер, это Мгм. его программы. Так, хорошо. Спроси у Валентины, видит ли она, что произошло в тот момент, когда она увидела этого повешенника? Что произошло с ней? Да, и Мгм. она кричит: «Мама!» И как будто Так. бы вот так маму хватает. Я говорю, чтобы она отменила этот момент, смотреть в ту сторону. И Мгм. я, как ее духовная мама или материя, представляю живую материю благородной, чистой, священной вселенной. А ты Мгм. представляй Отца. отца, Мгм. защиту, защитника. Представляем защиту. Все программы, которые там присутствовали от этого повешенника,
от этой зацепки всем этим программам, интерферентам приказываю убрать все воздействия, забирать последствия воздействия. Я отдаю им карму. Вот я вижу, как это происходит. Это вот так, этот язычок, вот это, оно вот так все как пожухло, это все как старая краска какая-то, черное, все отваливается. И Мгм. от этой ситуации потянулось именно к носу, в нос Тараса. Я вижу, как эта подключка, это то все, что их связывает, это групповая ответственность, эти групповые контракты, оно все уходит, Мгм. и снова разбивается этот символ цельнозора, коридор освещается. Я передаю Валентине, чтобы она отменяла эти моменты, вот шарики серые вокруг нее вот так прямо налепились. Хорошо. Пусть Валентина полностью отторгает все свои решения. Пусть отменит все решения соприкасаться с этим целеназором каким-либо образом, в каком-либо воплощении. Все эти события, своих решений соприкасаться с целеназором и антимиром, пусть она это отменит. Да, пусть приказывает, пусть он Приказывает, да. всю ответственность за его ложь, он лжет людям, что это что-то работает на пользу, это все вредит, пусть забирает и убирается прочь. И в этот момент я вижу, что это лицо, ее лицо выходит из сектора магии. Таким образом, она очищается, вот, меняется этот весь сюжет, этот ветер, все уходит. Я вижу, как через соприкосновение с магией идет переброс кармы. Это фактически переброс кармы, типа ты такая-сякая, вот такая, ты не заслуживаешь ни на что, сама во всем виновата. То есть навешивание вот этих программ самоуничтожения. Вот оно прозвучало. Вот этот цепок, это и есть программа самоуничтожения. Вот почему на украинском языке идет все, потому что это не все, а вот эти ключевые слова, Мгм. потому что они отображают вот реальность. Цепляться, Мгм. например. Ну да, коды этих Коды, слов да, мгм, словесные соответствуют, коды. более соответствуют действительно информации. Мгм. Потому что Так, украинский язык, он хорошо. лежит в основе индоевропейской языковой группы и стал одним из нескольких проязыков Мгм. для других, то есть матерь для других языков. Так, хорошо, Виктория. Пусть приказывает Тарасу забирать все воздействия, которые он во время сеанса сделал, разорвет контракт молчать, который был подписан, и соглашение молчать, пусть Валентина расторгнет. Я вижу, как ее вот эти руки белые Мгм. и черные, но это не ее, она была привязана к этому. То есть у них контракт, то есть у Тараса и с Ильей контракт, вот эти руки, Мгм. магия и гипноз. Она была привязана к этому контракту, а Тарас должен был перед войной этот контракт расторгнуть, тогда бы не было войны. Чтобы это случилось, и не было бы этой кровопролитной войны. Потому что Илья накачивал пространство энергиями ненависти и Мгм. сопротивления свету. Тарас молчал, потому что ему как бы было неприятно признавать, что он тоже имеет отношение к темной миссии, то есть у него вот это зазвездился, как говорится, корона выросла, великий Николай Мгм. II. Он, а то, что он там, никто не Мгм. святой, то Да. он что-то забыл. И вот так это все проявилось. Сейчас я передаю, чтобы Валентина, оно идет вот так, раскрыла свой рот. Я вижу, как имплант, она не зря про эти зубы говорила.
имплант из горла выходит именно где этот язычок. Я ей передаю, чтобы она отменила принимать в ее пространство вот эту модную болезнь. Очистила весь ее род, всю семью. Почистила, сейчас пусть станет посреди своего дома и очистит Да, весь дом и полностью, всех да. домашних по конам Вселенной, Мгм. потому что коны обещают, что если кто-то будет святой в доме, тогда святые будут все, то есть освятятся, то есть очищены будут. Хорошо, пусть Валентина очищает все свое пространство, личное пространство, жилое пространство, все Вот чужеродные. оно, я вижу, Мгм. почему это был этот иллюзия навязана, этот Сталин, который он в эфирном пространстве всех своих соратников трахает, образно говоря. Мгм. Вот эта подключка, у нее все уходит, я ей передаю, что она очистила все сферы ее сознания от любых привязок, подключек, чипов, имплантов, чтобы она отвергала всю неправедность. И я вижу, вот это какое-то значение имеет. Она срывает вот этот фартук из себя. Вот был специально, Мгм. все имеет значение, вот так как заколот Да. сюда. Знаешь, как женщина приготавливается что-то делать, и вот так за пояс заткнула один этот, чтобы удобнее было. И она это срывает и поднимается как ангел. Я ей говорю, Мгм. чтобы она все очищала, отправляла в портал на полную аннигиляцию, Мгм. стирает со всех информационных полей. Она чистая божественная душа, пусть наполняется истинным светом своей собственной красоты, гармонии, ее эталонным ДНК и Мгм. ликвидирует эту темницу для души и приказывает интерферентам и всем этим магам забирать от нее все Все воздействия. воздействия. Мгм. Пусть своими Лично руками руками, все да. эти интерференты забирают все воздействия, последствия воздействия, приказывают им отдавать всю потенциал энергии, которую они забрали. Валентина пусть это все очищает и возвращает. И отдает всем интерферентам карму. А она это делает, я вижу, как эта принцесса Мгм. снимает этот башмачок черный, Мгм. полностью это все с нее спадает. То есть у нее как это с одной стороны принцесса, с другой стороны крестьянка. Вот эти программы, как двуликие, чтобы Мгм. она становилась сама собой. Да, Вот. Виктория, вот было на этом язычке в горле глаз какой-то на этом болтающемся. Вот этот. Ушел глаз, посмотри. Она его раздавила. И Мгм. сейчас я вижу, как она тянет это за подключечку. Мгм. И я ей говорю, чтобы она все ситуации жизненные во всех воплощениях вытаскивала наружу и разоблачала их, и запрещала считывание ее эфирного ДНК. И я вижу, как она вот так сбросила вот эти шары черные, серые шары. Это вот это вызывание духов демонических, цельнозоровских. Мгм. Хорошо. Пусть все эти программы связаны с этим глазом, с этим цельнозором, все эти программы найдет и уничтожит. На полную аннигиляцию, а взамен установит программы от Первого Творца, самые благостные, согласно ее желаниям жить в гармонии, процветании, любви, света и добра. Я вижу, как изнутри, вот из сердечной чакры, идет вот такое свечение. Она Мгм. поднимается вверх, как ангел. Хорошо. Так. Что, Виктория, по аспектам пройдемся? Мгм. Хорошо. Так, пусть Валентина посмотрит эти события, когда она ходила по дорожке через... Она отменила как это. там? Мгм. Все Хорошо. затерто. Через Так, кладбище. да, Хорошо. затерто все. Так.
Пусть просмотрит все ситуации с деревенскими пацанами, которые унижали ее. Пусть она каждым отдаст карму этим пацанам. Изменит все эти решения, чтобы не связываться с ними. Ну, как-то не вижу такой ситуации. Там была, например, ситуация, когда они снимали трусики там, и Валентина написала, что уходили плачущими. Если есть эта ситуация, пусть Валентина покажет. Ну, я вижу, что это тоже вот эта программа, это двусторонняя так работала, типа, но вижу вот этот сюжет, возможно, это и было где-то, но оно очень так, как этот кто-то, какой-то мужчина, он считывается как отец, вот смотрит Насилие. на насилие над девочкой. Мгм. Но эта ситуация уже не такая черная, как было. И я вижу, она вот так встала, как дала по морде. Я ей говорю, чтобы Мгм. она обличила все насилия в ее Мгм. пространстве, отдала карму. Да, она делает. Я вижу, как буквально эти все пространства выжимает, как веревку, отправляет в портал на утилизацию. Мгм. Вижу, она Хорошо. своей рукой, ее высшее я подает руку, и эта девушка, которая стояла там в этой темнице за этой решеткой, выходит светящаяся. Отлично. Так, хорошо. Так, очищает все, Очищаем пространство. отсоединяется. Отсоединяемся от этих Очищать. ситуаций. Очищаем пространство. Закрываем портал. Так, хорошо. Рациональная Валентина хочет отказываться от вызывания духа бога Марса. Пусть она покажет это событие, что происходило в этот момент. В этот момент я вижу на эфирном плане, вот идет такое, как будто она такие орешки в рот забрасывает и так Мгм. зубами. И идет от сектора магии вот такая подключка через рот. Такой портал. Мгм. Именно через рот идет. То есть я вижу эти зубы. Мгм. Они черные. Неспособность пережевывать, осознавать. То есть зубы ментально соответствуют способности осознавать, делать анализ Мгм. ситуации. И я вижу, она это Да. отменяет. И это подключка от сектора магии, которая проросла в секторе интерферентов, она Мгм. утягивается назад в сектор магии. Она Хорошо, пусть расторгает отменит контракт. это. Мгм. Да, восторгнет этим интерферентом, кого там был, пришел на этот дух, пусть этому духу приказывает забрать все воздействия его же руками и Она это отдают карму. сделала, и я вижу, как у нее импланты из глаз уходят, а в глазах, в обоих глазах, как будто такие паутины, Мгм. которые затягивают и направляют духовное зрение к насильникам, к интерферентам. Она выталкивает. Я ей говорю, что она полностью восстановила свое духовное зрение, перенаправила каждую клеточку ее божественной души и физического тела к первоисточнику, к источнику жизни, гармонии и процветания. Мгм. Хорошо, пусть она на эфирном плане вырастет зубы чистые, здоровые, чтобы она могла анализировать информацию. Имплант изо рта, как вышел, похож на капкан. Мгм. Выходит. И То есть отправляет на полную пространство аннигиляцию. светится, да. Мгм. Хорошо. Так, ладно.
Посмотри, Виктория, есть ли какие-то подключки у нее с каналом «Ведьмина изба»? Пусть она покажет. Если какие-то есть зацепки остались, пусть она полностью Да, откажется. еще одна есть. Оно вот так, как ниточка тоненькая, черная, колышется Мгм. вот так. Вот я вижу, что вот эти ужи, которые проявились в ее реальности физической, это как раз говорит об этих волнах, которые... Так, оно Мгм. вот так тянется, такой пласт информационный от сектора магии, вот так сюда, в сектор интерферента. Так, что это за зацепка осталась? Вот когда я смотрю, там эта зацепка, Мгм. снова я слышу молчать. Так, что еще осталось? Так, Так, это вот оно как молчать. пожухло, это как считывается привычка. Мгм. Давай посмотрим какую-либо вот первую зацепку в любом из воплощений, заставляющие Валентину молчать. Где самая первая зацепка? А, Я вижу ситуацию, когда она э, стоит и смотрит на этого мертвого Ленина. Она как Мгм. заморожена в этой ситуации. И ей хочется сказать, кричать, не сказать, а кричать, что это демон, демонические энергии. Но Мгм. ее программы, зомби ее, говорят молчать, молчать. То есть не обличить зло. Мгм. Зло нужно обличать и доверять Так, ее да. душе. Что это за программа зомби, которая ее заставляет ее молчать? Но вот эти убеждения, программы, это в купе, М? оно можно назвать как зомби. То есть зомби это когда человек Мгм. себя не слышит голос своей души, голос разума, а идет на поводу у программ. А вот эти программы поклонения дьяволу. Мгм. Потому что Ленин, ну, он как воплощение дьявола во плоти, то есть человек, который погубил миллионы жизней, который сумасшедший и так далее, то есть воплощение дьявола, потому что не может Мгм. человек светлый проявлять такое убожество ума, такую ненависть и так далее. Ну, это бандит бандитом, так и звучит, Мгм. бандитизм. Так, хорошо. Давай посмотрим вот эти программы, которые заставляют Валентину молчать, вот эти программы зомбирования, когда они в самый первый момент, когда они появились в пространстве Валентины. Пусть она покажет это событие. Я вижу эту картину, когда она стоит как вкопанная перед этим, в этом мавзолее. Мгм. Оно считывается как в тот момент эти программы как проявились на физике. То есть у нее были некоторые Мгм. как убеждения, да, и Мгм. программы, другими словами, но они вот так как зациклились, проявились. То есть тогда, когда ей нужно было орать, то она Она этого не помолчала. сделала. Ну, вот я вспоминаю свой случай, когда я была в Москве, и Мгм. было запланировано пойти на Красную площадь и проведать этого Ленина. Знаешь, что я сделала? Ну, никуда не пошла. Я даже с аэропорта не вышла. Ага. Я целый день там пробыла и вернулась обратно. Мгм. Так, хорошо. Рациональная Валентина хочет отменить посещение этого Ленина. Да. Пусть она полностью уберет свое соглашение, изменит свое решение и покажет тебе, как она поступает в этот момент. Она берет этот цепок, то есть эту палку о двух концах, которая Мгм. одинаковая с двух сторон, но связана такими колечками. И она этого вот бьет там в этом и говорит, черт трупыхлявый. Нормально.
Вот. И Хо- оно вот это такое серое, это все. И этот цепок уже не черный, а такой, как вот это, как плесень какая-то, как прах. Все рассыпается, и она с этой ситуации выходит. И я вижу, как она берет вот такой черный штырь, огромный. Она стоит над Мгм. этим мавзолеем, такая огромная. И вот этот штырь такой черный, как меч, воткнула сверху вниз. Вот так и вот так надавила, и я вижу, как там произошел, как считается, коллапс, энергетический взрыв, и это все исчезло. И она Мгм. огромная такая, а, становится и так расширяется ее пространство, Мгм. и глаза сияют, все сияет. Вот энергосфера начинает так очень красиво. И Мгм. такое умиротворение, и спокойствие такое. То есть вот эта воинственность, она нужна только до того момента, когда есть с кем воевать. Когда нужно сказать правду, то эту правду нужно говорить. Вот. Мгм. Хорошо, Виктория. Так, отсоединимся от этих ситуаций. Да. Так, Валентина хотела отменить вызывание духа бога Шамбо. То есть он покажет это событие, вызывание духа, что происходило. Давай посмотрим. Сейчас я вижу, что какая-то кнопочка, такая как бугорок такой, белого Мгм. цвета, и она вот так как-то руками его задавливает и тянется к сектору принятия решений. Сейчас я пойду туда, посмотрю. Мгм. Я вижу, что оно считывается, связано с каким-то курением, что ли, окуривать, вызывать Окуривание, да. духа. Мгм. Вот. Так, хорошо. Пусть она отменит свое решение вызывать этого духа, заниматься этим окуриванием. Я вижу, что она выключает, ну вот так как повернула Мгм. тумблер на компьютере. Выключила Мгм. это, все исчезло. Она растоптала. Мгм. Я ей передаю, чтобы она все ситуации с вызыванием любых чужеродных энергий и отказывалась, убирала в портал, очищала все ее пространство на всех энергетических уровнях, стерла со всех информационных полей вместе с крючками и зацепками. И вот уходит такая маленькая вот этот цепок. То есть это двухсторонняя программа, зацепка и Мгм. бить. Уходит, я ей говорю, чтобы она полностью очистила все ее пространство, и именно эта программа закрывала ее светлое будущее. Будущее очищается, и вот так идет Мгм. расширение всего пространства ее. И я вижу, как в ее пространстве ну, иногда очень четко видно вот эта ментальная карта, как разделено по вертикали, горизонтали, вот этот крест, особенно горизонталь, то эта горизонталь вот так берет, складывается, образуется только такой, как ниточка, скажем так, от центра, от середины пупка вниз. Сейчас я посмотрю, что там еще осталось. Мгм. Считывается родовое гнездо. Так. Родовое гнездо. Я передаю ей, что ее рациональная часть хочет очистить ее род от любых Мгм. зацепок с антимиром. Да. Она хочет рационально отменить все программы уничтожения семьи. Я То ей есть, передаю, что ее мгм. хочет ее рационально отменить, подчиняться негативным родовым программам. И с Мгм. этого момента Валентина выбирает свой родовой код сама по конам чистой вселенной. И все зацепки и крючки пусть она убирает. Мгм.
Так, появляется какая-то морда сектора, вот так как программа или что, такая энергия, как злая морда с рогами, какая-то косматая. А она таким мечом от сектора миссии берет его вот так как бы поддевает за верхнюю челюсть. Так, что это за существо? Ему приказываю проявиться согласно его эфирной ДНК. Вижу, что оно вот так выглядит, как какая-то змея. Угу. И она вот так, ну, оно не совсем как змея, рот вот так вот. Она мечом поддела его на зубы. А рот открылся, то есть это Угу. сейчас портал, считывается портал возмездия. И я говорю, что она там ищет внутри этого портала, пусть она найдет ее эфирная ДНК, ее частицы души и призовет. И Угу. буквально выходит вот это как девочка-подросток, вот это какая-то принцесса. Вероятно, это детские какие-то иллюзии. Так, Виктория, вот этот портал воздействия, возмездия. Давай посмотрим, когда этот портал появился у Валентины впервые в ее пространстве. Портал возмездия. Я вижу девочка-подросток. Угу. Она лежит на кроватке и как бы готовится спать, что ли. И у нее... Ты здесь? Да-да, Виктория, слышно меня? И да, и Мгм. какая-то, как тетрадка какая-то, Так. с какими-то картинками, что ли. Что-то она там мечтает. Считываются иллюзии. Угу. Вот. И там Так. одну картинку идет эта подключка. И я вижу, что я говорю, чтобы она вот показала. Угу. Что это за картинка? Пусть она покажет ее. Я вижу, что через эту картинку, черная какая-то картинка, демоническая, как осколочек. Угу. Так, это идет как, считывая, ну, буквально это чувство, что повторно идет, то есть как бы с другой стороны, в зазеркалье. А, информационные ловушки. Угу. Снова эта девушка, которая стоит перед этим портретом. Я вижу, что зацикленность, то есть идет информационная ловушка, чтобы снова запустить вот этот процесс возмездия и не дать освободиться по-настоящему. Ну, сеанс прошла, и снова, и снова, и снова. Так, я говорю ей, чтобы она показала, где у нее вот эта зацикленность в ее сознании находится, на что притягиваются эти... Так, и сейчас я вижу, как она огромная стоит, как ангел. Угу. У нее такое платье, которое не мешает ей широко ноги расставить, и у нее такой меч, и она как этим мечом рубит. Так, что она рубит? Считывается разрубить. Я говорю, чтобы она разрубила тот... И вот она орешек достает, тот, который она бросала, и вот так сама себе, знаешь, рукой тик, Угу. чтобы его расколоть. Она достает этот орешек. Так. А там выскакивает такая какая-то черная энергия, как черт. Считывается программа возмездия. Угу. Так, что это за программа, Виктория? Как она? Я вижу вот эти пальцы вот так вот скрученные в такой этот. Угу. Считывает солгать. Ребенок что-то солгал
в детстве. Это есть зацепка. Ложь. Давай посмотрим, что это за событие такое, что на физическом плане И я вижу, происходило. что это маленький ребенок, несколько лет, М. может 3 годика. Она что-то прячет за спинкой, может она что-то поломала, и вот это ей очень стыдно, и такое щечки такие красные. Мгм. Так, Считывается что? казнить себя. Мгм. Вот эта программа. Мгм. Так, а спроси у Валентины, за что она себя так казнит? Что она такого Она сделала? сказала, это не я. Не имеет значения, что она сделала, имеет значение, что она соврала. Она маме говорит, это Мгм. не я. Мгм. И в этот момент ее вот эти глазоньки упираются вот в эту ложь, которая как черт начинает на блюдечке там вытанцовывать. Интересно. Хм. Вот почему Мгм. вот эти вызывания духов, то есть все эзотерические практики притягиваются на уже существующие блокировки. И вот мне прямо сейчас вот пришло, вот мой пример, Мгм. когда я была ребенком, я прямо выписывала, какие качества я в себе буду вырабатывать, чтобы вот я ненавидела ложь, никогда не врать, там это и так дальше. Я ей Мгм. показываю этот список и говорю, что ее рациональная часть решила отказаться от лжи в любом виде, и в том моменте она признается маме, что это она сделала. Я вижу, как эта Мгм. краска красная с этих вот этот стыд на самом деле считывается как убить себя. Энергетические те же самые энергии, то есть вот это желание, то есть себя буквально казнить. И я Мгм. вижу, как рассыпаются все эти черные программы, и этот черт уходит, и она так сделала, «Фух, ну наконец-то». Замечательно. Ну все, пусть очистит полностью от чужеродных энергий, программ. Вот этому Да. черту карма дает, Мгм. закрывает порталы. Мгм. Хорошо, Виктория, отсоединись от этой ситуации. Соединяюсь. Мгм. Так, давай посмотрим. Валентина говорила, что у нее появлялся голос, который говорил, что пришла исполнить миссию и восстановить справедливость. Здесь она покажет, кто это говорит. Это ее высшее я говорит, и она показывает именно вот эти импланты, вот эти щечки горящие, то есть эту привязку в ней, М, потому что ложь это магия. Когда человек Понятно. лжет, он магичит, то есть запускает процесс вот этих всех программ, вот эта программа двухсторонняя включается, она от этого отказывается. Мгм. Я ей говорю, чтобы она почистила все ее пространство от всех крючков и зацепок, от любой лжи в любом виде, когда ей лгали, когда она лгала. Пусть она все эти чужеродные программы, это все убирает с ее пространства, Мгм. очищает, наполняется истиной, истинным светом, гармонией, счастьем, здоровьем, достатком, любовью, благополучием в семье. И Мгм. это и есть самая лучшая защита, да. Да. Пусть она посмотрит, есть ли какие-то паразиты в ее теле и причины паразитов. Пусть очистит себя и от этих подключек с паразитами. Пусть прикажет всем паразитам о невмешательстве в ее пространство, запретит паразитам, грибкам, всяким болезнетворным бактериям проникать в ее пространство. Пусть свое пространство защитит суверенностью, восстановит свою суверенность. Но ее энергосфера стала прочная Мгм. и шарообразная.
она смеется. Ну, на физике еще, конечно же, нужно использовать там в Италии эфирных масел полным-полно. Да, эфирное масло это и Мгм. чистые эфирные масла, которые буквально говорят этим паразитам: пошли вон. Потому что тело более плотной энергии имеет, и нужна помощь. Придет время, когда мы своей мыслью будем Мгм. это прогонять, и Да. давай в это время зайдем, когда мы будем восстанавливать коны Вселенной на всех уровнях своего сознания и физического воплощенного тела, и физических реалий по конам благочестия, любви, гармонии и процветания. Хорошо, Виктория, на счет 3 ты зайдешь в это время, когда это уже будет происходить. 1, 2, 3. Да, я слышу, мы гармония. Мгм. Так должно быть. И так есть, и так будет всегда. Мгм. Так, хорошо. Виктория, вернись к Валентине. Да. Пусть она просмотрит по аспектам, что она по здоровью хотела исправить. Пусть она, что на физическом уровне ее беспокоит, пусть она все это дело вылечит и приведет в соответствие с ее эталоном эфирным ДНК. Ну, я ей говорю, чтобы она убрала все причины Мгм. дисфункции в ее физическом теле, восстановила гармонию, здоровье, процветание, все, Мгм. что она желает для себя. Мгм. Делает. Да? Мгм. Хорошо, Виктория. Рациональная Валентина хотела родить своего сына, ее сына Рената, без всяких подключек, чистым и здоровым. Пусть она зайдет в тот момент, очистит свою ДНК, яйцеклетку, и все этот путь рождения сделает чистым, родит Рената без, ну, то есть чистым. Пусть она это Да, у делает. него, я вижу, во время рождения подключка, я ей говорю, что она отменила все ее прежние негативные решения, пусть наполнит светом своего ребенка и запретит вторгаться в его пространство чужеродные Мгм. энергии в том времени. Мгм. Она это делает, буквально как будто выбрасывает в будущее ее ребенка, буквально как выбросила. Я ей говорю, чтобы она выходила с этого темного пространства, она делает это, уничтожает, буквально сжигает. Мгм. Хорошо, Виктория. Да, Поднимаемся максимально вверх все вместе. да. Очищаем пространство, все чужеродное на полную аннигиляцию, закрываем порталы, наполняемся энергией жизни, любви, гармонии, процветания. Да, все хорошо. Мгм. Хорошо, спроси у Валентины, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, все. Мгм. Ну, тогда прощаемся с ней, благодарим за ее труд. Даже не ожидала, А да, никто же что не вы ожидал. все проявились. Представляете, а? Благодарю вас за сеанс. Молодцы, как всегда. Обожаю вас, люблю. Стараюсь смотреть сразу, как выходят ваши ролики. Умнички. Да. Ну, Спасибо. это Молодец, Валентина. трудно, Мгм. но благородно. Но Да, из-за того, что, Валентина, вы дышите, ну, работать одно удовольствие, потому что сознание и подсознание работают. Удивительно. Так вот, у меня нужно будет расследование сделать. Полгода перед тем, как Тарас ушел, я слышала Так. во время ага, какого-то сеанса, ага. а, он никак не мог сделать расследование, то есть его что-то уводил в сторону. Я прямо уже разнервничалась. Думаю, ну вот же оно, я же ему говорю, куда он уводит. И я подумала, да что такое, что с ним случилось? Слышу ответ. Миссия Тараса закончилась.
Так, а я же заказала второй сеанс. Я так разочаровалась, он должен быть. И это самое. Потом Женя, ну, Мгм. как-то вроде бы не готова, хотя Женя умничка, молодец, ты изначально был молодец. Вот, ну просто что он ушел, так как-то, ну, если ты должен уже быть Нет, ну никто никому зал. ничего не должен. То есть решил Ну да, уйти, уйди. Но понятно, зачем ну вот вот, этот весь цирк создавать было? И зачем было... Программы, Да, вот это программы все. диктуют поведение. да, Аня да. ничего не видит, людям делает хуже, потому что... А а, я их не могу смотреть, я вам честно скажу. Я А там вот не на что смотреть. Я никогда не смотрела, но когда пришла девушка, ей нужна очень помощь, там ситуация очень тяжелая, и мы бьемся, 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 она как бы и дала согласие, но вот этот гипноз, который от Ани пошел, она буквально как налепила ее картинки на ее понимание, на ее пространство. Мы так и не смогли найти контракт. То есть мало того, что никаких контрактов не было расторгнуто, ее личное, то есть были нарушены все возможные вот эти коны экологичности, которые должны свято соблюдаться в работе с подсознанием. так, наверное, она должна была продышать. Я же продышала Нет, дело изначально. в том, нет, дело не в этом. Дело в том, что э, есть такие понятия, как способность визуализировать, и есть способность считывать эфирное ДНК. Считывать эфирное ДНК – это редкий дар, который имеют не все. Конечно. А способность визуализировать, то есть видеть какие-то образы, и дают право работать своим личным, в своем личном пространстве, но не дают права работать телепатом с другими людьми. То есть она умеет визуализировать. Это хорошо. Значит, нужно исполнять тогда, можно применять тогда вот эти приемы, упражнения или, скажем так, вот эти В практики своем личном психологические, да, выставлять они цели, прорабатывать какие-то блоки, делать диагностику и так далее, но в своем личном пространстве. У нее конечно. нет телепатических способностей, то есть не считывает эфирная ДНК энергии другого человека, потому что это даже с физиологией связано, с многими, очень много там аспектов. Это и физиология, на физиологии есть такое, это высчитывают, есть приборы, которые вот это зеркальные нейроны, то есть способность человека сочувствовать. Но после того, когда Аня с Тарасом заявляют, что давать милостыню, то есть вот эта категоричность, непонимание кона Вселенной, неспособность сопереживать человеку, говорит о чем? О том и говорит. Ну Потому что да. даже в сказках сказано, что словить жар-птицу, еще что-то сделать может только человек чистый сердцем.